Science, Это один из самых малых кораблей в моей коллекции. Модель простая и красивая, и я расскажу вам, как за 2 дня собрал и покрасил модель этой подводной лодки. Подводная лодка этого типа самая массовая за время Второй мировой войны, а также самая результативная в части потопленного флота. В общем, наиболее интересная из подводных лодок Германии. Стала героем фильма, кадр которого вы видите. Фильм снят в 1981 году. Я использовал разные миксы основной музыкальной темы оттуда и делаю это не в первый раз. Рассказ о моей коллекции кораблей сопровождается этими же миксами. Ссылка на видео в коллекции будет в конце. Итак, перед нами модель Revell, качественный пластик, отсутствие фототравлений, не самая удобная инструкция. Нам сразу предлагается делать ту героическую лодку 81. Вот, видите, как она окрашена. Но это не интересно, все делают именно ту лодку, выкладывают фото в интернет. Ну вот даже на коробке здесь изображена именно 81-я подводная лодка. Видите, на декале номер 552. Я буду делать ее. Сейчас расскажу подробнее. Инструкция позволяет раскрасить подводную лодку в 3 вариантах. Я демонстрирую камуфляж понравившийся мне. Для краски мне понадобятся цвета светло-серый, вот, light gray, нейтральный серый, этот потемнее, и самый темный серый, вот такой. Для ходовых винтов, как всегда, золотой. Для пушек ганметалл, ну, красный и черный. В нашей инструкции всего 2 страницы. И в первую очередь я, конечно, займусь корпусом подводной лодки. Демонстрирую вам инструкцию. Первая страница. Я отделяю эти половины от литника и зачищаю заусенцы наждачной бумагой. Очень мелкие детали. Я привык к полуметровым корпусам крейсеров. Теперь я займусь окраской. Сначала кусок двустороннего скотча, на который крепятся половины корпуса субмарины. Светло-серый цвет. Этим же цветом я окрашу части рубки. А подставка будет черного цвета. Сверху корпус подлодки должен остаться светлым, а основная часть внизу будет нейтрально-серого цвета. Для этого я залепил вверх модельной лентой шириной 3 мм. Вот я установил эти половины и наношу краску нейтрального серого цвета. Когда краска высохнет, я аккуратно сниму эту ленту. Вот краска уже и высохла. Убираю ленту. На экране разница цветов очевидна, но это неверная цветопередача на видео. На самом деле верх кажется белым, но он не белый, а светло-серый. Краски легли идеально, коррекция не нужна, а эти детали и палубу я покрашу темно-серым цветом. Все, что на палубе, тоже будет темно-серым, кроме рубки, которая светло-серого цвета. Это рули и детали ходовой части подлодки, они красятся в нейтральный серый цвет, как и корпус. Ну и очень маленькие ходовые винты, по непонятной мне традиции красятся они в золотой цвет. А это 2 пушки, большая С-35 калибром 88 мм и зенитка флаг 20 мм. Артиллерия подводной лодки красится мной в оружейный металлик. Вот обе пушки и готовы. Время собирать субмарину. Давайте посмотрим на видео, как выглядела реально подлодка 7 серии. Личный рекорд по тоннажу потопленных судов принадлежит капитану именно такой подводной лодки с номером 48.
наша подлодка потопила 30 транспортных судов. Я соединяю две половины корпуса подлодки, а чтобы не появилась щель, я пользуюсь прищепками. Модельные зажимы у меня тоже есть, но прищепки удобнее, вот посмотрите. Теперь я устанавливаю палубу. Сначала клей, вставляется узкая палуба. На корме некоторые проблемы в соединении. И я снова применяю прищепки. А это рули на носу подлодки. Установлено. Вот ходовая часть на корме. Детали мелкие, работать сложно. Хорошо, что их мало. Вот я установил ходовые винты и корректирую горизонтальные кормовые рули. Первая страница инструкции закончена. Все. Так, что у нас на второй странице инструкции? Давайте посмотрим. Это установка вертикальных рулей. 8-я позиция. Работа с палубой. Надстройка, перила, пушки, антенны. Два пера рулей сейчас я буду устанавливать. Капитан Эрих Топ потопил только один боевой корабль, устаревший эсминец США Робин Джеймс. Наша подлодка сумела выжить, в отличие от почти всех субмарин своей серии. В 1944 году она уже порядком устарела, и 552-ю сделали учебной подводной лодкой. Итак, рули установлены, мне необходимо подкорректировать их и избавиться от некрасивой щели на корме. Вы видите некрасивую щель, а пока я буду приклеивать подставку. Подставка удобная, устанавливается быстро. Теперь, когда нижние части высохли, я могу перевернуть корпус и заняться верхом. Это надстройка или рубка подводной лодки. Собирается из 3 частей. Все очень быстро. Ну, пусть пока лежит и высыхает, приклеивается. Вот так. Ну вот и все, порядок. Можно устанавливать это на палубу подводной лодки. Надстройка на своем месте. А далее я устанавливаю антенны на надстройку. Вот первая. Хотя, возможно, это не антенна, больше похоже на шнорхель. Вот это точно антенна. Я корректирую их. Теперь зенитный автомат на площадку. А на самой рубке будут вот такие ограждения. Подобные ограждения и на палубе возле надстройки. У Revell удобные детали, хотя иногда выглядят чересчур грубыми. Лучше было бы снабдить эту модель ограждениями из металла. Установлен. Теперь самая популярная пушка вермахта, знаменитая зенитка Флаг-88, морской вариант называется СК-С-35. А я заканчиваю с установкой деталей. Вот это две небольшие детали на корме. Эти в середине корпуса подводной лодки. А на носу будет интересная пила для разрывания сетей и тросов. Вот тоже можно было бы сделать фототравление. Подводная лодка собрана. Я показываю, что у меня получилось. Немцы затопили эту подлодку с номером 552 сами в 1945 году, чтобы подводная лодка не досталась противнику. До наших дней ни одна субмарина 7 серии С не сохранилась. В отличие, скажем, от субмарины
серии 22. Теперь я займусь декалями и такелажем подводной лодки. Эти переводные картинки очень мелкие, побросаю их пока в воду. Вот эта картинка на рубке будет. Я начинаю приклеивать картинки. Вот сбоку. Все получилось. А спереди пришлось разделить картинку надвое. Я пытаюсь установить правую половину. Вот их нужно было соединить. Так, тут номер 552. Тут будет тип подлодки. А тут просто надпись «У-бот». Я пытаюсь нацепить нацистский флаг, который очень мал. Так, ну вот у меня все получилось. Такелаж из растягивающейся нити амма диаметром 0,3 мм. Такелаж этот очень прост. Вот посмотрите, впереди 2 нити, сзади тоже 2 нити. Нить амма очень хороша тем, что моментально приклеивается. Я демонстрирую, как она приклеивается. Я закончил. Вот подводная лодка в надводном положении в походе. Это кадры из того же фильма 1981 года. Уходит к горизонту. А вот наша модель, полюбуйтесь. Я рекомендую эту модель как начинающим моделистам, так и коллегам с опытом. Это делается просто, приятно и быстро. И следующей моей субмариной будет немецкая подводная лодка тип 22. На палубе авианосца Королевских военно-морских сил расположилась наша 552-я. Я уже рассказывал, что именно такая подлодка с бортовым номером 81 и утопила великолепный Арк Роял. Я прощаюсь с вами, скоро обещаю видео сборки и окраски американского эсминца типа Замбол. Подписывайтесь, с вами был ваш Артизан Мороз.